свое время Будда Гаутама сказал следующие слова. Он сказал: неужели, думая, что отвечая злом на зло, сможешь породить добро? Очень часто люди настроены на то, чтобы мстить или обижаться, то есть по-другому делать круговорот зла. Я считаю, что это неправильно. Решение дал в свое время еще и Будда. Буквально он сказал так. Он сказал: никогда не отвечайте злом на зло. Такое зло никогда не переведется, это будет бесконечный круговорот зла. Если хотите каким-то образом остановить круговорот зла, то необходимо прервать цепочку. Каким образом? Будда сказал: на зло должен быть ответ. Этот ответ это поцелуй. Тогда зло исчезнет, это прервет цепочку зла, и оно не будет проявляться. Именно поэтому, когда у вас появится желание на зло отвечать злом, знайте, что рядом с вами находятся люди, которых вы обожаете. Вы созданы друг для друга, для того, чтобы друг друга поддержать. Не отвечайте злом на зло. Человек может быть уставшим, может быть неадекватным, у человека могут быть болезни. Это все может привести к тому, что зло никогда не выведется, и такое зло породит зло. Почему же люди имеют претензии друг к другу? Люди имеют претензии друг к другу, это связано с нашим мировоззрением, которое часто строится на картинках, которые нам навязывают телевизор, это стереотипы, социум, родители или мы сами. Очень часто мы не знаем тех людей, с которыми живем, и то место, где мы живем, мы его придумываем. То есть на самом деле мы любим человека, которого мы придумали, а когда мы вновь оказываемся рядом с этим человеком и узнаем в этом человеке его настоящего, в этот момент у нас происходит разочарование. Очень часто мы не любим того человека, который рядом с нами, а любим того, кого придумали. Они отличаются между собой. Эти два человека могут быть совершенно разные. Естественно, мы обычно верим больше своему сердцу, и внешне это выражается в претензии. Допустим, человек, развиваясь, начинает думать, что муж хороший, он хорошо относится и так далее. Или муж думает, что там моя жена красивая, она самая лучшая. Потом они оказываются друг с другом дома. У мужа появляются претензии, потому что он не видит ту придуманную женщину, которую он не видит на протяжении дня. А женщина не видит того придуманного мужа, которого видят они на протяжении дня у себя там, в душе и в сердце. И у них появляются претензии друг к другу. Они начинают друг друга воспитывать. Говорить там: а ты должен быть вот таким, а ты должен быть вот таким. Как с этим возможно вообще справиться? Бывают ли какие-либо методы, которые могут это убрать? Нужно просто понимать, что мир, в котором мы проживаем, он не идеален. А также люди, которые с нами проживают, они тоже не идеальны. Иногда человек даже может сказать: все, мне так все надоело, я ухожу в лес, ухожу в монастырь. Это связано с тем, что, скорее всего, он дофантазировал свой мир. Он сделал свой мир для себя, дофантазировав его до совершенства. То есть в его фантазийном мире муж обожает женщину, дети послушные. Так иногда происходит, как бы увеличивая эту фантазию, когда женщина начинает рассказывать другой женщине о том, какая у нее прекрасная семья, или начинает думать о том, какая у нее прекрасная семья, нафантазировав себе или взяв за пример какую-нибудь стилизованную такую программу, которая внушалась ей, допустим, там, через кино или там, через какие-нибудь книги. И женщина себе дофантазировала своих идеальных детей, своего идеального мужа. И после чего начинают они друг с другом вместе общаться, жить. Сейчас во время карантина общаются. И вдруг она понимает, что этот мужчина, который рядом с ней живет, это не то, что она себе нафантазировала. Далеко не то, что она себе нафантазировала. Что дети не такие, как она всем рассказывает. Что вообще она живет и что-то не так. И когда пытается изменить этих людей, она пытается их как бы логически привести к тому, чтобы было все идеальным. Но дело в том, что ее обучающие программы уже делали их не идеальными. Таким образом, для нее идеальный мужчина может быть одного формата, а идеальный мужчина для себя может быть другого формата. Таким образом, нужно понимать, что
человек, который фантазирует, или человек, который додумывает, идеализирует, как обычно это принято делать, обычно сталкивается вот с такой драмой душевной, чувственной. Сознание воспитывает чувства, а чувства не могут ничего с собой сделать, не видят той картины, которая внушалась человеку, и он после этого начинает ощущать претензии или проявлять свои претензии к окружающему миру. Я считаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, более долбанутые, чем люди, которые не занимаются эзотерикой. Почему? Очень давно в эзотерике, как бы со времен Луизы Хей, со времен, я не знаю, там их много было, трансерфинга реальности, фильма «Секрет», говорится о некоторых методах самовнушения. Если рассмотреть данные методы самовнушения, которые фактически являются обманом, программированием человека и его жизни, становится понятным, что человек, который так программирует свое сердце или так программирует свои чувства своим сознанием, а сознание подчиняет чувствам, что в дальнейшем находится в неком иллюзорном таком компоненте, с которым приходится ему выживать. И он становится более уязвимым. Как это обычно происходит? Я умен, я красив, со мной живет самый любящий муж, там, я абсолютно здоровая. И потом в настоящей жизни человек начинает сталкиваться с тем, что нарисованный мир меня обожает абсолютно мой муж, я в это верю. После этого муж начинает обижать, у этой женщины появляются претензии к этому мужу и появляется столкновение. А так бы никто не обратил внимания. Так бы не обратил внимания никто на то, что там не умна и не здорова, и муж нелюбимый. Не обратил бы внимания. Жизнь была бы, потому что неидеальная жизнь может под собой подразумевать и не идеального мужа, и не идеальное здоровье, и не идеальное. Почему? Все прекрасно в том, что оно разнообразно. И, конечно же, когда появляются такие семьи, и у них появляются эзотерики, которые начинают себе внушать, что я там богатая, я умная, у этого человека появляется обострение на фоне того, что он сталкивается с тем, что он и не богат, и не умен, и кто-то ему об этом говорит, и он сам в это попадает, и потом говорит, нельзя мне это говорить. Почему? Потому что настроен я на то, что я знаю, что я уже умен и богат. Ну как же ты умен и богат, если ты себя обманываешь? У человека появляется дилемма, он говорит, ко мне так относятся и говорят, что я не умен и не богат, потому что плохо ко мне относятся. Этому человеку нужно измениться и говорить мне, я умна и богата. Но он же не знает, этот человек, что вы напрограммировали себе именно это. Именно поэтому человек должен понимать, что программирование лжи не нужно делать. Совершать такие ошибки не стоит. Не стоит говорить, я там сегодня заработаю, там, сегодня у меня есть там, $1 миллион США, но это же неправда. Или там я красивая, но это же неправда. Или там меня ждет любимый муж, но это же неправда. Но, как говорится, это должно принести в жизнь именно то, что ты проговариваешь, что у тебя есть сегодня. И это неправда. Почему? Потому что это ложь. Так человек обманывает себя и обманывает мир, в котором он проживает. Опять-таки, если человек себя обманывает, то у него будут падать силы. Почему? Для того, чтобы силы появились у человека, он должен знать, откуда бежать и куда направляться. А для того, чтобы куда-то направляться, нужно ставить себе задачу. Говорить, скоро у меня будет это. А теперь, когда я хочу этого, нужно ставить задачи. Как же этого достигну? Раз, два, три, четыре, пять. Но опять-таки, как же он может поставить задачу, если он говорит, я уже богат? Тогда для того, чтобы поставить задачу, он должен сказать, я очень беден, мне не хватает на то-то. Это мой старт. А скоро у меня будет это. И тогда между тем, что я беден сейчас, и тем, что у меня очень скоро все изменится, я начну шевелиться. Это и называется бежать. Или называется иметь точку отправления, посадочный центр, допустим, корабля. И точку движения, это задачу, которую человек себе ставит, или на карте обозначена там конечным пунктом, куда корабль должен доплыть. Но почему же нельзя этого сделать? Почему нельзя сделать мужчину идеальным? Дело в том, что для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, нужно рассмотреть сначала женщину. Женщина формировала свою идеальность по отношению к мужчине или свою идеологию идеальности по отношению к мужчине, смотря фильмы.
других стран, читая книги, которые написаны, возможно, несчастными людьми, формируя опыт того, каким должен быть мужчина. Этот опыт мог формироваться семьей, он мог формироваться там, приходом в гости друзей или там, тем, как живут ее подруги и так далее. Таким образом, мог сформироваться опыт, некий формат идеального в глазах женщины и мужчины. Но если рассматривать самого мужчину, то здесь несколько таких проблем может возникнуть. Первый проблем. У мужчины уже есть сформированный опыт того, как он сформировал свой идеал своей семейной жизни. В этом тоже участвовало много социальных таких систем и институтов. Это опыт его семьи, опыт его проживания в социуме, опыт его работы, опыт знакомства, опыт его развития, сверстников и так далее. Там, в котором очень много участвовало разных людей, и это создало его персональный опыт. Женщина говорит: я хочу сделать из этого человека идеального, и после этого начинает менять идеального мужчину под свои идеалы. А идеальный мужчина для себя, потому что у него свои идеалы. И так вот обычно и происходит. Если спросить у любого мужчины или у любой женщины и спросить: скажите, вы считаете себя идеальной женщиной или идеальным мужчиной? Я вам клянусь, что каждый мужчина и женщина скажет: да, мы идеальны. Тогда, если два абсолютно идеальных человека начинают жить друг с другом и пытаются друг друга менять, то скажите, зачем им это делать, если оба они идеальны? Тогда их идеальное, наверное, не идеальное для другого идеального человека. Значит, это связано с тем, что мир просто не идеально и не может создать идеальных людей. Именно поэтому самой большой глупостью может быть возможность изменять другого человека. Менять его под сторону или переделывать его в сторону своих персональных идеалов. Каким образом это можно не делать? Нужно себе просто сказать: я не идеален, и все люди, которые вокруг меня, тоже не идеальны. Нужно всегда помнить, что для мужчины и женщины самое важное не переделать кого-то, а самое важное поддержать. Что самое важное — это идеал семьи, это поддержка друг друга. У меня женщина была, она говорила мне: Андрей Андреевич, он на работе как военный всех воспитывает, и дома он приходит и всех воспитывает. Скажите, как можно его поменять? Можно было бы поменять мужчину, если бы он был бы двуличным. А скажите, приятно жить с человеком, который двуличный? А ведь двуличность — это расстройство психики. Человек, он должен быть постоянным. Если он на работе такой, то он должен быть и дома таким. Таким образом, а можно ли мужчину сделать дома одним, а на работе другим? Нет. Почему? Потому что он должен быть и дома, и на работе одинаковым. Поэтому, если он дома какашка, он должен быть и на работе какашка. А если он дома хороший, то он и на работе должен быть хорошим. Именно поэтому выбирать нужно по качествам человечности. Человечный — это значит добрый, это отходчивый, а не другим качествам, как